Привет всем! Сегодня у нас лебеди. Будет история про встречу группы молодых приличных лебедей с группой хулиганов лебедей. Чем эта встреча закончилась и вся разборка в деталях. Очень рекомендую досмотреть ролик до конца. Во второй части будет подробный разбор ситуации, действия каждого лебедя в этой обстановке напряженной. Вот видите, они шли, остановились. Впрочем, смотрите сами, потом разберем подробно. Вот эта сцена такого насилия лебединого разыгралась на озере Асиахерзе. Это рядом с озером заповедник. Вот эта дорога отделяет поля от заповедника. Слева мы видим заповедник. Там заболоченная местность. Тибель-Мюндунг называется заповедник, устье реки Тибель. А дальше влево там будет озеро. А справа вот это поле. Это поле относится тоже к заповеднику. Там в этом году высадили какую-то уникально вкусную травку. И лебеди стали регулярно, когда-то перелетают, когда-то вот пешком вот так переходят. Иногда на этом поле собирается больше 20 лебедей. У меня есть ролик на канале про то, как где-то в феврале месяце там стая 21 лебедь был, если не ошибаюсь. Посмотрите. Итак, вот это одно из болот. Это все молодняк. Лебеди маленькие, в определенном возрасте родители их где-то расстаются мирно, где-то их буквально прогоняют. В некоторых лебединых семьях это происходит через 6-7 месяцев после рождения. Где-то это затягивается почти там до года. Потом лебеди образуют собственные пары только года через 3. Соответственно, вот есть около 2 с лишним лет, когда лебеди, подростки, назовем их так, они живут вот такими группами, большими группами, все вместе, там мальчики, девочки. Они просто взрослеют в этом периоде. И, естественно, там в этих группах тоже выстраиваются некоторые отношения. Лебеди, которые выводка более раннего, которые покрупнее, поздоровее, они, естественно, наводят свои порядки, какую-то свою дедовщину. Но в целом они вот такими большими группами живут. У меня есть несколько роликов, где плаваю по озеру и там снимаю группы лебедей. Там видно вот такие группы. Где-то 4, 5, 6 лебедей в одной. Здесь в прошлом году, если вы смотрели ролики на моем канале, один выводок к нам приходил, там потом выросло 4 взрослых лебеденка. Потом я показывал один выводок, их было 5. Вот видите, вот эта группа сейчас, вот тоже один другого шпыняет. Они как раз в том месте, откуда выходят на дорогу. Вот там они переходят через дорогу на поле. Вот, а пока плавают. Еды у них, в принципе, на озере более чем достаточно. Но они вот эту травку очень любят, поэтому ходят и на поле. Спят они, ночуют в камышах, там же в заповеднике. Есть достаточно много таких уютных мест, где можно провести ночь. Это все Австрия, Каринтия, озеро Асиахерзе. Вот эта перемычка, когда-то это было тоже озеро. Потом справа от дороги часть это вода, болото сейчас, слева осушили. И там поля. Вот смотрите, вот эта группа лебедей уже перебралась на другую сторону, на поле, и они на поле там перекусывают. Иногда их можно увидеть в дальнем конце от дороги поля. Иногда они где-то вот разбиваются на группы по 2-3 лебедя. А сейчас они пока вот такой 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот 9 лебедей собрались и ждут. Это я снимал сегодня, на следующий день, после вот той съемки, где была такая сцена насилия.
со стороны хулиганов. Так, мы с вами разберем эту ситуацию подробно. Итак, начинаем. Вот эту троицу я назову по именам персонажей одного популярного фильма. Итак, вот это у нас балбес, первый перешел дорогу. Вот это у нас бывалый, второй. И припозднился трус. А думаю, что трус это у нас девочка. Ну, посмотрим. Итак, они, ничего не подозревая, спокойно переходят. Машины стоят. Естественно, все машины остановились, ждут, пока они там перетопают через дорогу. Еле-еле. Они не торопятся. Куда им торопиться? Все подождут. И вот смотрите, они замерли. Они остановились. То есть они увидели вот эту группу хулиганов. А трус у нас стал разворачиваться. Вот смотрите, это у нас бывалый. Бывалый остановился и стал щипать травку. То есть он не повернул назад, но и не двигается вперед. А трус у нас все, уже развернулся и готов бежать со всех ног. Так, продолжается ситуация. И тут мы видим хулиганов. Вот эта парочка. Вот. И смотрите, здесь интересно поведение нашей группы, наших героев. Вот здесь у нас в траве притаился, спрятался балбес. Уже голова повернута назад, как бы вот, наверное, вернуться надо. И как ведет себя бывалый? Бывалый, в общем-то, проявляет хладнокровие. Ну, похоже, он лидер в этом помете, самый крупный. И решил, что ему драпать не пристало. Что он раз уж пришел на поле, то и покушает. Вот смотрите. Балбес все, уже встал и уже направляется обратно. То есть он к борьбе не готов. А в то время как бывалый у нас поднял голову, смотрит, но никакого страха, никакой паники не проявляет. То есть он решил, что а какого черта, пройду на поле и буду там делать, что хочу. И вы мне не указ. То есть я им уже горжусь. Наверное, вы тоже. Итак, ситуация развивается. И смотрите, бывалый идет навстречу. Вот, он пошел навстречу и, подняв крылья на такой повышенной скорости, просто проскочил мимо хулиганов. То есть он не испугался и решил, что ничего они ему не сделают. И они ему действительно ничего не сделали. Все, он прошел и гордо готов. А трус у нас полностью упал духом. Вот смотрите, это у нас балбес тоже уже направляется назад. Все, говорит, бороться не буду. Ну, а трус у нас полностью деморализован и никаких попыток сопротивления, попыток прорваться не предпринимает. Мне жалко птичку. И вот смотрите, тут у нас балбеса щипают за одно место. То есть он засмотрелся, собрался идти назад, а его сзади догнали и щипнули. Он от этого развернулся и, в общем-то, проследует на поле, но получив от хулиганов такой щелчок, такой подзатыльник. Ну, что делать? Ну, видите, что происходит у нас с трусом. Голова поникшая, и птичка уходит назад в болото. Ну, ничего страшного, или подождет, пока хулиганы перейдут дорогу и повторит свой маршрут, или просто перелетит. Ну, в любом случае, вернется на поле, это от него никак не уйдет. Итак, вот такие отношения складываются у лебедей внутри таких молодежных групп. Я думаю, что это интересно было наблюдать. Они молодые, они пополнят через некоторое время группы лебедей на озере. А на этом все. Подпишитесь, пожалуйста, на канал, включите уведомления
и успехов вам!